Эрдоган ушел в отставку. Реджеп Таyyip Эрдоган – яркая личность на мировой политической арене. Ему пришлось пережить несколько госпереворотов, он почти попал в тюрьму в середине 90-х, и вот наконец-то он ушел в отставку. Причиной ухода президента стали жесткая борьба против него в верхних эшелонах власти. Для непосвященного человека политическая жизнь крайне скудна. В ней нет никаких сложностей и противоборств. Стабильно развивающаяся Турция на протяжении 30 лет показывает лишь устойчивое развитие. Наверное, и в политической жизни страны ничего негативного быть не может. Обыватель привык к тому, что такие стабильно развивающиеся благополучные страны, как Швейцария, Дания и Швеция, имеют не только стальные экономики, но и политическую жизнь. Но Турция совершенно иного порядка страна. На протяжении 50 лет на страну накатывают волны госпереворотов. Совершают их не партии, а военные. За полвека было совершено уже 3 госпереворота, причем народ уважает выбор армии. В стране существует культ армии. Офицеров и генералов очень уважают и рады видеть на любых должностях. Это в нашей стране военные, которые уходят в отставку, могут рассчитывать лишь на должность охранника или на что-то большее, если имеются знакомства в нужных ведомствах. В Турции военные быстро устраиваются на хорошие должности, даже без помощи влиятельных родственников. В этой стране армия много раз уже спасала страну от неминуемого кризиса власти, когда недобросовестные и нечистые на руку чиновники пытались стать султанами. Армия смещала их, но не брала в стране руководство, как это было в начале 70-х годов в Греции. Эрдогану уже удалось несколько лет назад уберечь себя от госпереворота. Тогда точно так же, как и сейчас, военные решили сместить Эрдогана, справедливо полагая, что он уже давно ходит пока что в своих президентских апартаментах в халате султана. Скоро султан Эрдоган покажет себя уже во всей красе. Но несколько лет назад сместить всемогущего Эрдогана не смогли военные. Как показывают некоторые публикации в интернете, причиной было предательство и вмешательство западных спецслужб. Кто-то из заговорщиков передал информацию за деньги о госперевороте западным спецслужбам, те же вовремя оповестили Эрдогана о надвигающейся угрозе. Не стоит забывать, что Эрдоган является очень хитрым политиком, и тот не стал арестовывать военных, готовивших заговор, чтобы не обрушить на себя гнев населения. У военных не получилось сместить несколько лет назад всемогущего президента султана, но сейчас наконец-то все пошло как надо. Причина нынешнего смещения президента султана стала очень жесткая борьба в высших эшелонах власти. Не все в стране видят исламское будущее страны. Не все хотят видеть Турцию вновь империей. Вот и получилось так, что основателя партии справедливости и развития сместили за то, что многим политикам и чиновникам не нужна устаревшая справедливость и устаревшее развитие. Многие молодые люди ассоциируют себя с Евросоюзом, видят страну в Европе и уж точно не видят Турцию вновь империей. А Эрдоган последние годы активно проповедовал именно эту идею, активно ведя войну в Сирии и Ливии, влезая во все конфликты, которые касаются бывших территорий Османской империи. Его хотели арестовать, но он сбежал. В Турции уже давно отменили смертную казнь, в угоду Евросоюзу, куда страна уже почти полвека стремительно пытается войти. Но приход к власти Эрдогана поставил крест на этом стремлении народа Турции. Теперь народу навязывают извращенную идеологию сверхгосударства, которым была Турция, когда включала в себя множество колоний и когда подавляла волю многих народов, проживавших на территории империи. Молодое поколение вообще забыло о имперских замашках страны и всегда видело себя в Европе. В одной Германии проживает несколько миллионов турок, которые прекрасно себя чувствуют в ФРГ и рады были бы тому, чтобы Турция наконец-то вошла в состав еврозоны. Европейские политики неоднократно утверждали, что без вхождения Турции в состав ЕС не получится завершить процесс формирования мощного сообщества, где все члены жили бы в благоденствии и богатстве. Если бы проевропейские политики в свое время не отменили бы в стране смертную казнь, то многие противники Эрдогана могли бы наконец-то порадоваться свершению возмездия. Этот горе-политик затормозил развитие страны на десятилетия. Да, экономический рост Турции многих раздражает на Западе, но рост этот связан с теми заделами в экономике, которые начали проевропейские политики в середине 90-х, когда был совершен последний успешный госпереворот военными. Тогда страна оживилась, началось бурное развитие, демократизация, и в этом процветающем обществе смог обосноваться и проявить себя Эрдоган.
Многие турки в Германии и в странах Евросоюза хотели бы увидеть Эрдогана на скамье подсудимых, но ему удалось сбежать в этот раз. Из-за несогласованности в действиях политических кругов Турции Эрдогану удалось многих облапошить, а когда это стало очевидно политикам, они уже ничего поделать не смогли. Эрдоган Великий сел на престол своей, пока еще небольшой турецкой империи. Именно из-за этой несогласованности властей и военных Эрдогану удалось сбежать в этот раз. Пока неизвестно его место пребывания, но скорее всего он отправится либо в Россию, либо в Китай, которые уж точно не выдадут его ни Турции, ни США. Если говорить о последних, то США всегда относились, что называется, скрипя сердце, к этому неоднозначному политику. С одной стороны, в США понимали, что Эрдоган хочет вернуть Османскую империю, и ему не нужны оковы демократии Евросоюза. При этом Эрдоган всегда пытался столкнуть лбами США и Россию, что стало ясно в ходе активных боевых действий в Сирии. Реджеп Таyyip Эрдогану всегда была выгодна конфронтация между Россией и НАТО, и именно из-за нее, как некогда Гитлер, этот одиозный политик и держится на своем троне. Запад ценит свои демократические принципы и хотел бы видеть Турцию в Евросоюзе, чтобы умереть окончательно имперские амбиции этой мощной некогда страны и направить ее развитие в более продуктивное русло. Но западные политики также не хотят ссориться с человеком, который до сих пор выступает опасным для России агрессором, постоянно напрягающим ее и постоянно вторгающимся в ее сферы влияния. Не стоит забывать войну в Карабахе, которая бы не началась, если бы во главе Турции стоял бы проевропейский политик. Эрдоган стал навязывать Москве свои правила игры, угрожая ей, шантажируя, пытаясь даже втянуть в конфликт страны НАТО. Россия же осенью-зимой 2020 года в ходе Карабахской войны показала, что она уже повзрослела и не даст натовской шпане навязывать им свои условия сосуществования. «Больше Россию на слабо не возьмешь», как сказал один известный российский политик, комментируя не противостояние Москвы и Анкары, а их сближение на фоне протекания Карабахской войны. Куда сбежал Эрдоган и как теперь живет? Не стоит забывать, что Эрдоган Великий, первый султан Великой Турции, является очень хитрым политиком. Куда попало ехать ему нельзя, так как не только армяне во всем мире его ненавидят или турки в Германии, но и все члены Евросоюза достаточно негативно относятся к этому человеку. Эрдоган сумел поссориться со всеми европейскими политиками, оскорбив и президента Франции, и канцлера Германии, и даже королю Бельгии досталось в свое время. Эрдоган учил всех уму-разуму, хотя о своем будущем не забывал. Огромные средства выводились за пределы Турции и вкладывались в различные банки. Все это делалось под прикрытием партии справедливости и развития, которую организовал и доил Эрдоган на протяжении почти 30 лет. Где сейчас этот хитрый лис? Куда подевался он со своими миллиардами? Пока ответа на этот вопрос узнать не удастся. Слишком много людей хотят достать Эрдогана, слишком много людей в мире стремятся свернуть ему шею, чтобы он спокойно объявлял о месте своего пребывания. Но эксперты утверждают, что этого одиозного политика не так много путей для бегства. Россия могла бы постараться прикрыть Эрдогана за счет его миллиардов, которые он мог бы оставить в российских банках. США же не будут держать у себя политика, которого проклинают сейчас в каждом доме, в каждой квартире, где живет хотя бы один турок. Турки наконец-то очнулись от многолетнего гипноза и хотят другого будущего себе. Китай же, который все глубже завязает в склоках с Западом, также мог бы стать пристанищем для политического трупа под именем Эрдоган. Но Китай пока не спрятал ни одного беглого политика, который бы разгневал западных чиновников. Россия же многих укрыла у себя. По-любому обычные люди вряд ли когда-нибудь узнают о точном местонахождении Реджепа Таyyипа Эрдогана, так как если этот хитрый лис прячется, то найти его практически невозможно, так как слишком многие люди получат свою мзду от него и его приспешников, чтобы не быть выданными. В начале 80-х Эрдоган был скромным служащим Стамбульского транспортного агентства, но его уволили после того, как он отказался сбрить усы по требованию начальства. И вот Турция на протяжении почти 30 лет и борется за усы Эрдогана, которому давно было пора уйти на покой и не пытаться вытаскивать из склепа истории скелет Османской империи.